Джо Байден полон энергии, он абсолютно здоров и у него никаких проблем. Да заткнитесь вы уже. Его окружение, очевидно, видит мир иначе. Кстати, в эти выходные он просто катался на велосипеде, потому что он в отличной форме, а потом просто упал без всякой причины. Без всякой причины. Просто упал, потому что стоять ему становится все труднее. Итак, доктор Сигел проанализировал эту пленку и сделал на ее основе некоторые выводы. Он присоединится к нам после перерыва. Социальная структура разрушается, цены на бензин бьют рекорды, как и инфляция, но у Джо Байдена есть план. Он собирался скататься на велосипеде в отпуск в штат Делавэр, и он сделал это в выходные. Но это оказалось не так просто для Джо Байдена, как в былые времена. Вот что случилось. Просто чтобы внести ясность, мы не нападаем на Джо Байдена за то, что он упал с велосипеда, когда просто стоял. Он в том возрасте, когда может случиться что угодно. Ему уже не следует ездить на велосипедах. А также не следует быть президентом. Проблема в том, что люди из окружения Джо Байдена, его главы администрации, такие как Рон Клейн или Сьюзан Райс, наделены властью, благодаря тому, что этот несчастный старик находится в Белом доме. Итак, они лгали о физическом и психическом состоянии Джо Байдена в течение многих лет, и средства массовой информации им помогали в этом. К примеру, вот как евнух из CNN хвастается способностями Джо Байдена к езде на велосипеде. Во время всего, что сейчас происходит, вы почти не слышите о ковид. Вместо этого все стали громко ругать Байдена и говорить, что он старый. А вы знаете, что это такое? Это негативная пристрастность в действии. Что, черт возьми, происходит в этих программах? Вы видели, что Fox News засняли в субботу на пляже в штате Делавэр? Это Джо Байден на энергичной велосипедной прогулке, без шлема, но определенно в маске. Кстати, рассказы Фокса и ток-радио в течение нескольких месяцев сводились к тому, что Джо Байден разваливается на части. Вы только что слышали, как он разваливается на части, в то время как он едет на велосипеде на прогулку. Он ехал на велосипеде в маске. Так, если это не первый признак слабоумия, то что же это такое? Мы не врачи. Марк Сигел – врач. Он наш врач, и он внимательно просмотрел запись с выходных и расскажет нам свое мнение. Доктор Сигел, спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Вы не общались с ним лично, но вы видели видео. Что вы об этом думаете? Такер, мало кто знает, что я не только доктор, но и заядлый велосипедист. Я был велосипедистом всю свою жизнь и попытаюсь проанализировать случившееся. Во-первых, конечно, ему нужен шлем, и это первое, что он должен был одеть, и я удивляюсь, почему его нет. Во-вторых, возможно, ему следует придерживаться своей возрастной велогруппы, потому что это намного безопаснее, чем то, что вы только что видели. И я должен сказать кое-что о педалях, которые он винит в случившемся. Я дважды пользовался точно такими же педалями, когда ездил по Соединенным Штатам в свои 20 лет, и вы знаете, сколько раз я падал из-за педали? Ни разу. Сейчас ему 79 лет, но мы слышали о его медосмотре в прошлом году. Неужели все забыли, что у него внезапно изменилась походка, она сильно ухудшилась, и мы не знаем, как это произошло? Они сказали, что его осматривали неврологи, но мы не получили отчета и не слышали о результатах МРТ. И вы знаете, мне, как велосипедисту, показалось очень странным, как именно он упал. Я впервые такое вижу, и я чувствую, что это заслуживает внимания. Я не знаю его лично, я не осматривал его, но мне кажется, мы имеем право знать, насколько здоров наш президент. Позвольте сказать еще кое-что. В журнале Frontiers in Human Neuroscience, опубликованном в 2017 году, есть исследование, в котором говорится, что езда на велосипеде – это именно то упражнение, которое нужно использовать, если у вас болезнь Паркинсона. Я не могу точно утверждать это, но проблемы с походкой могут быть связаны с его головой, и это связано с исполнительной функцией мозга. Мы говорим здесь об исполнительной функции мозга. Такер, исполнительная функция мозга нужна для езды на велосипеде, и если с ней что-то не так, общественность имеет право знать об этом. Я думаю, ему нужно надеть шлем, вернуться в свою возрастную велогруппу, а еще нам нужно знать, что происходит с его телом и что происходит с его мозгом. Конечно, мы должны знать. У нас есть право знать результаты его медицинского обследования, и удивительно, что нам их не предоставили. Спасибо вам за то, что напомнили нам об этом. Доктор Сигел, спасибо. Спасибо, Такер.